Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же хочет вас увидеть? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Ну, здесь, конечно, снова я могу вам смело поставить диагноз: острая нехватка любви, острая нехватка любовных ощущений, да, вот именно хочется почувствовать себя любимым, хочется любить и быть любимым. Еще может проигрываться, что у вас женщина, которая вот вам реально нравится, она сейчас находится далеко. У кого-то это может быть бывшая, которую вы не разлюбили. У кого-то это женщина, с которой вот вы каким-то образом общаетесь, может быть, ну, по интернету, по телефону, да, вот именно она находится на расстоянии. Довольно часто сейчас вот люди общаются, ну, именно находясь даже в разных странах, а потом уже каким-то образом начинают там в реальность это все переводить. Но, тем не менее, очень хочется любви, очень хочется быть любимым, но есть очень большой страх, что вас используют. Это однозначно. Поэтому у вас может быть какое-то смятение в душе вот именно по этому поводу. Потому что, с одной стороны, вы человек, ну, которым довольно тяжело манипулировать, да, вот вы снова вышли у нас императором. Но, тем не менее, женщины, которые вам повстречались на вашем жизненном пути, они очень успешно вами манипулировали. Поэтому такой страх еще есть. Да, есть женщина однозначно, которая либо же уже у вас на примете, либо с которой вы уже романите, да, вот-вот вступите в роман, в отношения. Ну, то есть это будет у всех по-разному, поскольку общий расклад. Но здесь однозначно любовь, любовь и любовь. Хочется любви, безумно хочется любви. Здесь еще присутствуют друзья, которые так подбадривают вас, да, что вот уже пора. Давай мы тебя, может быть, с кем-то познакомим. Ну, то есть такие у вас пара-тройка друзей, которые вас поддерживают, которые не дадут вам упасть в трудную минуту и всегда протянут свою руку. Вы такой человек, который любите, знаете, вот женщин довольно ухоженных. Вы любите женщин стройных, которые следят за собой. Да, вы можете говорить, что для вас главное, чтобы был человек хороший. Но, тем не менее, вы, ну, как мужчина, да, это нормально, в принципе, вы в первую очередь обращаете внимание на женщин, которые, ну, будут помоложе вас и которые довольно неплохо выглядят. Вот на серую мышку вы, ну, это уже так, в последнюю очередь посмотрите, да. Вы также человек еще, который, знаете, вот почему-то хочется сказать, что вы на данном этапе вот в каком-то смысле заскучали. Вот заскучали, потому что один, потому что еще не определились вот с вашей любовью, так сказать. Потому что не устроена как таковая личная жизнь, потому иногда на вас такая грустинка находит. Скучно бывает дома, да, потому, возможно, вы пытаетесь вот как-то с друзьями куда-то выбраться, где-то посидеть, кто-то на шашлыки, кто-то на природу, там еще куда-то. Ну, то есть присутствует вот момент одиночества и присутствует момент, ну, такой не особой активности, да, вот. В вашей жизни появится женщина, она появится однозначно, но сейчас не об этом, да. Причем я вам скажу, вот вы сейчас грустите, да, но женщинам-то вы нравитесь. Вот даже вот вышли у нас, что романы у некоторых есть. Вы женщинам нравитесь, но ну как-то то ли вы слишком сильно перебираете, да, вот одна косая, одна кривая, та еще какая-то, да, ну я утрирую, понятно. Ну то есть вы настолько вот как, я не знаю, под увеличительным стеклом, да, вот вы настолько присматриваетесь вот к каким-то чертам женщины, поэтому у вас проблемки такие и есть еще. Давайте уточним, вот почему вы так скрупулезно подходите к выбору женщин. Вот давайте все-таки
Выясним этот момент. Даже интересно, страхи. Ну, сразу идут страхи. Смотрите, ну, я даже не удивляюсь. Вот. Опять, в принципе, у нас выпадает из расклада в расклад очень похожая ситуация, да, потому, возможно, я где-то и повторяюсь, потому что, ну, контингент собрался один и тот же на канале. Потому что была боль, исходящая от женщины, с которой вы были вот семья, либо же это был гражданский брак, да, длительные отношения, как угодно. И после этого вот вы на какой-то период закрыли свою душу на, вот, на 10 замков. Я имею в виду от женщин. Страх манипуляций, да, страх предательства, страх измены, страх боли. В принципе, ничего нового, да, но тем не менее это есть. Здесь проигрывается еще, знаете, вот здесь может еще быть даже страх одиночества, который вас пугает. Вот с одной стороны вы побаиваетесь вступить в новые отношения, хоть и хочется, безумно хочется, да, вот вы, да, стараетесь переписываться, кто-то там где-то флиртует, да, но таких вот особых сближений с вашей стороны я не вижу, потому что вот этот страх после разрыва вашего, он вас очень сильно держит. Поэтому смотрите, здесь страх одиночества, который тоже не дает вам покоя. И у вас как будто противоборство в душе происходит. С одной стороны, да, уже так хочется любить, но с другой стороны, я сам себя останавливаю, потому что есть опасения. Вот именно опасения, да, потому что, ну, мужчины не любят слово страх, да, вы же сильные все-таки, ну, вы не любите, когда вас жалеют, да, ну, как это, мужчина и боится, но это как-то не очень хорошо. Назовем это опасение, да, вот вы опасаетесь. Поэтому вот такая у вас дилемма, и хочется, и колется, и поэтому вот эта вот грустинка на вас иногда и находит. Вы человек еще, знаете, который... Ну вот вы реально закрыли свою душу и сердце на засов. Вот с одной стороны, да, вам хотелось бы вот влюбиться, полюбить, ну там, чтобы пробраться в вашу душу, в ваше сердце, женщине нужно будет очень и очень постараться. Потому что лишь бы кого вы не впустите в душу, вы, ну, как говорят, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, да, вы будете очень хорошо все взвешивать, очень присматриваться. Вы человек, который будет себя оберегать от боли, да, вот даже от потенциальной боли вы будете очень сильно себя оберегать, вот именно свою душу, свое сердце. Потому что, ну, не хочется снова ошибиться, не хочется снова на те же грабли наступить. Поэтому вы так и будете осторожничать. И особо таких, вот еще раз говорю, особо активных действий вот я не вижу с вашей стороны. Хотя, ну, хочется любви безумно, хочется. Итак, давайте смотреть, какая же женщина пришла к нам на расклад сегодня, которая хочет вас увидеть. Что же это за женщина? Это женщина, с которой вы давненько не общаетесь, но когда-то у вас не кипели страсти. Это была женщина, ну, с которой, возможно, когда-то у вас либо такой левачок был, да, вот измена могла проигрываться, либо же это какой-то роман. Причем роман такой бурный, страстный мог быть. Это женщина, которая моложе вас, это женщина, которая довольно хороша собой, интересная, да, она такая активная, она даже могла вот сама в те времена, вот когда вы были с ней, она сама могла вас взять, ну, в оборот, так сказать, да, то ли первая познакомиться, то ли первая как-то вас вот в гости, может быть, пригласить. Ну, то есть инициатива тогда исходила именно от этой женщины. Она сейчас вот, она в принципе одинокая, да, вот несмотря на то, что она ухоженная, она стройная, она моложе вас, она хороша собой, но тем не менее она одинока. У нее был довольно сложный период, давайте с чем связан. Ну вот, у нее период одиночества был, период одиночества. И вы знаете, то, что она вот вспомнила о вас, это будет какой-то вот судьбоносный шанс. Вот дается шанс, давайте будем разбираться, для чего этот шанс. Так и хочется сказать, вот и встретились два одиночества.
Для чего этот шанс? Почему она о вас вспомнила, да, вот если вы давно не общаетесь? Ну, во-первых, ей тогда, в те времена, когда вот у вас был этот там романчик, да, назовем его так, ну, симпатия взаимная была однозначно. В те времена у нее была очень большая тяга к вам, да, вот влюбленность, так скажем. Вы хорошо проводили время, вам было хорошо, вам было комфортно на тот момент. Плюс даже я не исключаю, что вы тоже и какие-то подарки дарили. Может быть, даже вы куда-то ездили вместе, да, вот на отдых. Она это запомнила, потому что вот, ну, как-то вот вы остались в ее памяти мужчиной таким вот самым ярким, мужчиной самым щедрый, мужчина самым таким, ну, страстным, умелым, да, назовем. Поэтому вот как-то, когда ей было грустно, печально, одиноко и тоскливо, вот она вспомнила о вас. Причем, знаете, вот эта женщина ведь в свое время тоже такие вот женские штучки, манипуляции проделывала в ваш адрес. Но это были какие-то вот белые, такие светлые манипуляции. Это не с какой-то там с черной такой целью. Это не с какой-то плохой такой целью, да, поэтому... Она тоже. Ну, в принципе, я скажу вам, что многие женщины манипуляторши еще те. В принципе, все люди, если так разобраться, и мужчины, и женщины, как правило, друг другом манипулируют. Но есть манипуляции белые, есть манипуляции черные. Однозначно, эта женщина находится где-то, ну, на расстоянии от вас. У кого-то это может быть другой город, это может быть, ну, я не знаю, даже если это один город, то где-то она там на другом краю города живет. Ну, то есть далековато. Она в своей жизни, знаете, вот она, да, она романила после вас с другими мужчинами. У нее были и помоложе, чем вы, мужчины. Но вот как-то вот не складывалось. Вот самые, еще раз говорю, самые яркие такие вот ощущения, да, вот были связаны с вами. Это женщина, которая вот, она сейчас вот уже после того, вот как вы с ней как бы перестали общаться, она даже как-то вот по карьерной лестнице пошла. Она сейчас, может быть, даже, ну, какая-то, ну, руководительница, может быть, начальник отдела, да, либо же у нее свое дело появилось. То есть она стала лучше, более так плотно на ногах стоять. Раньше у нее были побольше проблемки в жизни. Вот единственная проблема у нее это вот личная жизнь. Личная жизнь как-то вот у нее не складывается. Да, были у нее некоторые романы, но как-то вот у нее не ёкало. Вот не ёкало. Почему я говорю, что вы стали более таким вот, знаете, ярким пятном, что ли, в ее жизни. Почему она вас и не забыла. Давайте-ка посмотрим. У нее остались чувства к вам по сей день или что это у нее, да? Помнить-то она вас помнит. Но что она к вам чувствует? Знаете, здесь такая вот, ну, смесь, или как назвать, я даже не знаю. Здесь и страсти, и какая-то еще такая легкая влюбленность, да, вот отголоски влюбленности, симпатия, вот как угодно. Это не та безумная любовь, которую, конечно же, каждому хочется, но здесь отголоски вот именно влюбленности, здесь именно страсти. Вот она больше даже вспоминает те страсти, которые между вами происходили. Кстати, еще может проигрываться такой момент, что даже, возможно, вы и не дошли, ну тогда, когда вот вы симпатизировали раньше друг другу, возможно, у некоторых из вас даже до постели не дошло. Знаете, это та ситуация, когда два человека друг другу симпатизируют, когда ты понимаешь, что у тебя кипит, бурлит, ты безумно хочешь этого человека, но по какой-то причине вот не сложилось, именно вот до интима не дошло. Такое тоже еще у некоторых может проиграться.
То есть, знаете, вот вы чувствовали как будто такое безумное притяжение. Ну, знаете, вот к примеру, да, вот к примеру приведем, ну, я утрирую, понятно, ну, служебный роман, да, вот два человека вместе работают, и вы чувствуете, вы понимаете, да, вы как-то общаетесь, да, может быть, вы в кафе сходили, да, вы чувствуете вот эту сексуальность, вот это возбуждение, вот это притяжение, вы чувствуете, но по какой-то причине, да, вот кто-то боится, кто-то еще по какой-то причине, да, ну, не дошло до самого вот этого дела. Такое тоже может быть. Поэтому, смотрите, она сейчас, да, вот она вас вспоминает, и как-то, как будто вот память ее, она вернула в прошлое. Вот эти ваши симпатии, да, вот взбудоражила вот ее как-то. Тем более, что сейчас она находится одна, сейчас у нее никого нет. Давайте посмотрим, будет ли она что-то делать, да, вот как-то проявляться к вам или же нет. Знаете, вот она какой-то период выждет. Она какой-то период выждет. Вот она все-таки хотела бы, чтобы какой-то шаг был с вашей стороны. Сначала она не будет проявляться. Вы тоже, кстати, не будете проявляться, потому что, возможно, эту женщину вы даже уже как-то так оставили в прошлом. Да, ну, нравилось и нравилось. Но, что самое интересное, сейчас я уточню. Что самое интересное, вот каким-то образом вы с ней где-то пересечетесь. Вот пересечетесь. И похоже, что это либо же через общих знакомых как-то, либо же это может быть даже вот в интернете. Где-то вы то ли увидите друг друга, да, страничку, может быть, там. Здесь будет инициатива от вас. Вот вы ее увидите и сделаете вот именно вы первый шаг. Она не будет делать. Она, знаете, вот она как такая вот леди, которая сидит и ждет. Да, ей хочется, чтобы вы проявились, но сама она она не будет проявляться. Поэтому смотрите, вот вы когда встретитесь, вот эти вот ваши такие чувства, которые тогда еще зарождались, они как будто вот всколыхнутся с новой силой, да, вот по тузу кубков они всколыхнутся. Да, вы будете себя какой-то период сдерживать, да, вы еще будете, ну, как всегда, в своих страхах, в своих сомнениях, будете присматриваться, да. Тут может даже проигрываться вот те из вас, у кого есть проблемы финансового характера, вы можете еще из-за этого немного застопорить вот общение с этой женщиной, ну такое тесное общение, да. Будете себя как-то сдерживать какой-то период. Что будет дальше? Да, вот посмотрите, у вас постоянные сомнения, постоянная карта выбор, выбор, выбор. Даже вы будете советоваться с друзьями, приятелями, что делать, да. Ну, по типу вот встретил бывшую, там, бывшую зазнобу, да, вот симпатию, там, как угодно называйте. Будете советоваться, будете взвешивать, будете думать. И что же вы надумаете все-таки? Ну, хотя, в принципе, я уже видела, что вы надумаете. Вот страхи, 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 да, вот получится, не получится. Вы таки поедете к ней, если она находится даже в другом городе, либо же вы проявитесь сначала по телефону, там, да, как угодно по интернету, но вы поедете к этой женщине, причем это будет ваше такое взвешенное, осознанное решение. Вы решите, ну, рискнуть, что ли, я бы сказала. Вот вы решите рискнуть. И получается, что вот вы воплотите как бы мечту вот этой женщины, да, вот которая хотела бы вас увидеть. Но она все-таки дождется, когда вот ну, такая вот, знаете, сама Вселенная вам поможет, произойдет какое-то чудо, вот такой шанс, да, вот шанс судьбоносный. И вы сами приедете к ней, сами сделаете, вот как мужчина, да, шаг вот к ней навстречу. Это будут отношения, которые, еще раз говорю, очень взвешенные, очень такие рациональные. Это будут и страсти, и в то же время вы потом, чуть попозже, уже расслабитесь, и вы не будете задумываться, что а вдруг это, а вдруг то, да, вот вы как-то отдадитесь вот полностью
своим чувствам, своим страстям, да, хотя поначалу вот будет страх, а вдруг это не то, а вдруг разрушится, а вдруг снова кидалово какое-то, да, но вы все-таки решите рискнуть, потому что женщина реально такая вот, она и сексуальная, она очень притягательна, да, и вот в свое время, даже если у вас там была просто симпатия, но до интима не дошло, то здесь вы, ну, вы поверьте, вы двойную дозу с лихвой вы получите и страстей, и любви, и внимания, и всего. То есть с этой женщиной, с которой у вас когда-то был, так сказать, несостоявшийся роман такой, да, ну, либо же он состоялся, но был такой очень скоротечный по какой-то причине. Здесь вы с лихвой отдадитесь чувствам, эмоциям, всему, чему только можно, и вас, конечно же, вдвоем накроет взаимная любовь, чего я вам всем и желаю. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями, и всем пока!